Это канал JustPlayGames, и мы продолжаем просто играть Kingdoms of Amalur Re Reckoning. В прошлой серии мы остановились на том, что шли рубинки. А также на том, что нам нужно дойти уже до города. Что у нас там за оружие новое появилось? Основное. У нас 8, 4. Тут. То же самое, плюс еще 3 электрического и 3 ошеломляющего. На 2 секунды. О, уже получше. Где враги-то? Что-то пока никого нет, одни грибы с ловушками. Вот здесь вообще идеальное место для засады.
пещерка-то интересная. Так, а это трудный. Ладно. Даем. Талисманы, осколок огня тусклый и обычный армированный волокно. Сейчас заберем. Ага, то есть просто тупик. Ясно. Как говорится, тупик, так тупик. Здесь что-то должно быть. О! Фига вас там, ребята. Вы еще и... Ходи. Добегались. Молодцы. Так, нам туда. Поэтому мы сейчас в тупичок пойдем разглядываем сразу. Ткач рудокопа. О, кристалл замораживающий кинжал, качество. Краса. В принципе. Оружие, да. 14. 21. А, второй уровень. Не понял, у меня и так второй уровень. Требование уровень 2. Вроде был второй уровень-то. Аксессуары. Ну да, тут кольцом броня. Силу. Да, вот на голову можно, кстати, да. Так что вот, капюшончик хоть вспомнили о деле. Пойдем-ка вон того вырежем. Сука, их там тоже двое. И там по двое. Ага, это...
Нифига ты мощный. Вроде ничего такого, блин, она тебе. Ничего, сейчас мы их вырежем. Да, он меня вообще не видит, он слепня, блин. А хотя, по идее, это кобальды, они как раз и есть слепые, только они ориентируются на звук и на запах. Трукнул. О, ожерелье неплохое. Отчет с рудника каменная свеча. Талисман где-то. Осколок огня, слабое зелье маны. Так, ну все, тут больше никого нет. Дальше наверх надо. Здесь мы уже были. Значит, идем на выход. Да. Приемы. Побрасывающий. Побрасывающий. Понятно. Понятно. Странно, странно. Инвентарь, оружие. Предметы. Понятно. Расходники, аксессуары. Плюс 5 здоровья, плюс 5 здоровья, сопротивляемость кровотечению. Это лучше. А, это вместе. Поехали тогда дальше вперед. Вот что вот так. Да. Так. Рудник мы зачистили. Здесь мы не спустимся, значит нам на дорогу. Это цветочек. Цветочек мы тоже подберем. Тут все надо подбирать, сейчас все пригодится.
You've come from the tower, haven't you? Name's Agarth. Maybe you can help an old fate weaver, eh? Ткач судьбы. А кто такой? Fate weavers look at the great tapestry of fate. The threads will tell us how a life will unfold. But knowing the future and being able to change it are two very different things. Ясно. В башне беда. Trust me, I've known that for a long time. Nobody can change fate. Poor old Fomerus Hughes. He respected the way the world works. It's a shame. He'll be dead by now. Почему ты думаешь, что он мертв? Хотя нет, давайте сначала спросим, что он о нем When he знает. started his experiments here, he asked me if they'd ever be successful. The cards told me that the Well of Souls would work, but its success would come on the day that Hughes was to die. The old man took it pretty well, honestly, although we did a lot of drinking after that. Давайте попробуем его развести. I suppose I could spare a little help in memory of Hughes, or in celebration of his success. Whichever. Ну, зелье дал. Это уже хорошо. Зелье. Не воскресил. You're the one. Then that means it all makes sense now. The cards this morning. I drew the Gravedigger, the Running Man, and the Beast. Prepare yourself. They're coming. Могильщика зверя и бегающего человека. Обалдеть! Еще. Bustling for the harvest. Делать изменения. Опухом. Сущность судьбы. What? How? What are you? The threads of fate. I've seen them before, but I've never seen anyone manipulate them like that. You just changed how the world was supposed to work. How did you do that? Не знаю, просто так все You получилось. just... Fate is the will of the gods. No mortal should be able to change it. How is that even possible? Come here. I'm going to do a reading. You might be able to change the threads, but fate will still have a plan for you. I promise not to tell you if I see your death. Не скажу. It's a gift. Some people paint landscapes,
Other people write poetry. I peer into the weave of fate's tapestry and see people's Фига себе deaths. дар видеть смерть. Именно поэтому Тис отправил меня к тебе. That would be my guess. He was an academic, but he had a proper respect for fate's plan, unlike most gnomes. Хорошо, покажи мне мою судьбу. Но я что-то в ней все равно не верю. You're nervous. Relax. This is what fate weavers do. I'll be seeing your place in the pattern of destiny. Who you are, what you've done, where your path takes you. Or, at least, I should be. You're real, right? I swear I haven't had that much... Я существую на самом деле, наверное, ты пьян. Ты не видишь мою судьбу? Fate's weave is always hard to see. It's in motion, hard to make out, but undeniably there. Yours is just Его просто missing. нету. This doesn't make sense. All mortal creatures have a place in the pattern. You should have one too, dead or not. If this is true, and I'm not saying I believe it, then your path is yours to determine. Угу. Предназначение лишения, лишенный. Ну, он заклинатель теней, кстати, неплохая штука. Тайный чародей. Ну, вот ловкости магии, по идее, надо-то. Последователь чародей. Чернокнижник. Ловкость, сила, магия. Это сейчас. Ваша судьба только что воскрешенная, чиста, бесформенная и готова меняться согласно вашим желаниям. Служите нет. 15 урона вот так в ближнем бою. Если чисто в ловкости идти. Угу. Угу. Нет, ну вот ночной канал, конечно, неплохо, но неофит, провидец, мудрец, чародей, архимаг. Не, ловкость магия, наверное, все-таки. Ловкость 6, магия 6. Вот пока, наверное, к пробиванному урону и урон так в ближнем бою. Ну, давайте к пробивному.
Чтобы звездочки не торчали. I can see the threads around you, but they're shifting, changing so rapidly, I can't make sense of them. Normally the threads would guide my hand to the cards, and I'd use those cards to see your pattern in the weave. But it just didn't happen. They wouldn't focus. So either there's something wrong with me, and there isn't, or there's something very wrong with you. It could mean nothing. Or it could mean everything. The world is changing. You might be a sign of that. Or maybe the cause. I've never had a reason to doubt my own readings. But we should consult with Arden. He's not a friend, but he's got a good eye for the tapestry. I'll meet you at his home to the east. I'm going to see if I can be of any help to the wounded at the tower. Так, давайте. The Tuatha aren't like any Fae I've ever known. They're cruel, bloodthirsty, and savage. Why, they're practically human. Почти совсем как люди. Так, Hughes was always an odd one. Curious and determined as any of his kind, sure. He never shut up about his work. But he always knew what was important. He didn't worry about dying as long as he knew he'd get the well working. The Fate Weavers were once a great, unified order of sages from all the mortal races. We foretold the destinies of kings and gods. But that power takes a toll. Nobody likes bad news. And all the news in the world is getting worse. The order splintered long ago. Now the old traditions are all but lost. And all I foretell is the fate of my beer. And I see it being empty. Soon. We are all threads in the tapestry of fate, measured, woven, and cut according to a great plan. Fate weavers undertake the task of reading those threads. Our title always was a bitter lie, since we have no control over how that tapestry is woven. But you do. And when a fate weaver looks at your place in the weave, we see only the shapes of what you may choose to become. Арден, то есть это он сам. You can find Arden's little cottage in the middle of Yovan. Had to move there when he got run out of town. He's a damned good fate weaver, but that doesn't make you very popular, especially not in dark days like these. Вот Агар, про него как раз. Арден — это его товарищ, к которому мы пойдем уже в следующей серии. Вот. Давайте его. Кто он вообще сам такой? Once I was Agarth the Unyielding, the blade of Avgrum. I wrestled the Colossus priestess and declined knighthood by the High King of the Fae. I was a hero of men, but that wasn't enough for me. I joined the Fate Weavers, hoping to find a way to conquer destiny itself. Turns out fate is the one thing I couldn't fight. А что не так с моей судьбой? That's just it. I don't know if you've got one, but that's why we're going to see Arden. He lives in a little hut to the east in Yulven. I'll meet you there. What could this all mean? Цветочек соберем. И вон тот. Of all the songs in halls of lore, there echoes none more grand than Olain's many feats of might, the pure and lady of the light. She is a knight of golden knot.
She is the cure seeker, the conscience of the summer fae. She is the heart of spring, of day. Ничего интересного. Я надеялся, хоть что-то выпадет с него. Так, вот уже и город. И нам с еще одним ткачом судьбы надо поговорить. Но это уже будет в следующей серии. А сегодня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем удачи, здоровья и до встречи в следующей серии. Пока-пока.